Есть очень простое, совершенно не эзотерическое, но такое сложное и такое хорошее слово, которое называется соединенность с другим человеком. Я соединена ли я с тобой? Интересно ли мне, как ты себя чувствуешь? Понимаете, я вам сейчас, то есть уйти от всех этих травм, медитаций. Я хочу просто вернуться, вот я говорила, хочу поговорить с вами как человек. Я соединена с тобой, я о тебе думаю. Я думаю о том, как совместить мои интересы и твои интересы. Если да, то с вами все в порядке. Если вы в общении с детьми или с сослуживцами, или с партнерами все время обвиняете их, все время отбиваетесь, да, я не права, или да, я права, но я буду бороться за свои интересы, тогда вы в одержимости, вы не слушаете другого, вы не слышите другого человека, вы даже не хотите это сделать. Вам его интересы сейчас очень глубоко наплевать. И я не виню нас, понимаете, я объясняю, что когда мы их не слушаем другого человека, не хотим с ним соединяться, причина это в той боли, которая в нас есть. Но исцеление, это может быть внутренний процесс, а это может быть и внешний, когда я прислушалась к тому, чего хочешь ты. И подумала, как сделать так, чтобы мои интересы и твои интересы, мои чувства и твои чувства могли быть хорошими друг по отношению к другу. Когда я прилагаю усилия быть внимательным к интересам и к жизни другого человека. Это же и есть то, что я хочу вас научить внутрь смотреть. Но я точно так же предлагаю вам в общении со своими близкими, друзьями, посмотреть, а что там у тебя, Анют? И почувствовать, например, что мне не все равно, что я не могу быть счастлива, например, если Анюте плохо, что у меня могут слезы течь, вот я сейчас говорю об этом, и я чувствую соединенность с тобой. А Анюта, она невероятно чувствительное существо. Да. И это, и когда вы чувствуете соединенность с другим человеком, это не значит идти у него на поводу, понимаете? У нас могут быть не совпадать взгляды, как решить какую-то задачу, но я перестаю ненавидеть и обижаться на этого человека. Я, смотрю своим сердцем в это сердце. И еще раз, это просто идея и желание соединиться с другим человеком. В этом нету ничего сверхъестественного. Это абсолютно естественное состояние и очень простое. И хотя я не могу объяснить, Аня, что такое любовь, но понять, что такое соединенность с другим человеком, это очень просто, правда? Но когда вы соединяетесь с другим человеком, вы начинаете его любить. И когда люди живут, например, как писала девочка в чате, что мы живем с мужем, как родственники, это люди, которые не пытаются соединиться, то есть друг с другом. Когда вы соединяетесь с другим человеком, это не значит, что у вас будет секс. Он может быть физически друг к другу, они не подходят. Но если эта пара будет чувствовать эту соединенность друг с другом, то 90% из 100, что и секс будет. Я понятно сейчас? Секс лечит очень много вопросов. То есть хороший секс между партнерами лечит почти 100%, 100% попадание. То есть если у пары хороший секс, очень сложно быть разъединенными, если вы хорошие любовники. Понимаете? Нет, можно трахаться. Знаете, когда это... Но если мы говорим о хорошем сексе, про хороший секс он подразумевает, что соединены и сердца, и разум, и тело. Вот это секс мы называем хороший. И когда пара идет в сексуальные отношения вот такие глубокие, они соединяются друг с другом. Секс не панацея, но секс такой инструмент, который дает людям вот эту возможность прочувствовать глубоко соединенность с другим. Это так просто. Мы чувствуем соединенность с собакой, мы чувствуем соединенность с природой, мы чувствуем соединенность с героем какого-нибудь фильма, который смотрим, знаете, и забыли себя, и весь в таком сопереживании ему. Но потом мы приходим домой и становимся такими равнодушными к своим мужьям и детям, такими закрытыми.
Я не упрекаю нас. Я просто говорю, что, чтобы вы не надеялись, что соединенность – это что-то очень сложное. Близкие люди, они на близкой психологической дистанции, и они не делают тебе специально больно. Они просто так близко находятся, что ты не можешь свою боль закрывать, прятать, изображать, личину свою включать. Ты живая с этими людьми, там много незащищенности, открытости с близкими. Они тебя знают такая, какая ты есть, видят тебя настоящую. И когда они видят тебя, настоящую, какую они тебя видят? Раненую. Они тебя часто видят, вот эту твою рану. И, как тебе сказать, они не специально на нее давят. Но, знаешь, как если у тебя есть бинтик, который просто перемотана, какая-то гниющая рана, и человек к тебе прикасается, тебе его прикосновение кажется ударом, что он делает тебе больно. А с другими людьми большая психологическая дистанция, и есть личина, то, что называется эго. Есть некий образ, который не есть правда, он защищает нашу травмированную часть от того, чтобы нам снова сделали больно. И наши близкие, они не наши враги. И точно так же из-за того, что мы с ними близки, мы же тоже их видим такими, какими они есть. И мы тоже видим, где у них боль. Но тогда у меня вопрос, почему мы ничего не делаем с их болью? Почему мы не прикладываем какое-то усилие, чтобы их это разочарование или их эту обиду, или, не знаю, их этот гнев, или, не знаю, ненависть, исцелить? Почему мы этого не делаем? Это такой вопрос, почему мы не делаем это для своих самых близких. Вот, например, если мы родные сестры, и я чувствую здесь, я чувствую такую зажатость, я бы сказала, что здесь есть страх. Если я смотрю на этот страх с любовью, этого достаточно. Там внутри прямо происходит исцеление тут же. Когда вы любите страх другого человека, когда вы любите ненависть другого человека, когда вы любите обиду другого человека, вы любите того маленького ребенка, который есть там внутри, и тот маленький ребенок ждет эту маму. И ты становишься этой мамой, божественной мамой. Я понятно сейчас сказала? И этого тебе не надо спрашивать ее разрешения. Можно ли тебя любить? Тебя можно любить? Я не хочу, чтобы ты меня любила. Я не хочу, чтобы ты читала мне нотации. Я не хочу, чтобы ты меня контролировала. Я не хочу, чтобы ты, не знаю, унижала меня. Я не хочу, чтобы ты доминировала надо мной. Но никто не скажет, что я не хочу, чтобы ты... Не люби меня. Это невозможно. Мы не откажемся. Мы хотим, чтобы нас любили, понимаешь? И вы можете это сделать. Для этого не надо становиться сверхчеловеком. Ты просто позволяешь себе любить. Еще раз, по-моему, Михаил Лобковский такую фразу смешную сказал. Он говорит: слушайте, хватит расчлененки. Что это вы, в другом человеке? Это люблю, а это не люблю, это люблю. Он говорит: попробуйте полюбить все. И он получил столько гневных отзывов. А вот если он пьет, что мне, полюбить его алкоголь? Да, полюбить не значит разрешить ему пить, согласиться с тем, что алкоголизм – это хорошо. Полюбить ничего не означает на уровне действий. Полюбить – это посмотреть туда, в его алкоголизм, или в его неудачи с деньгами, или неудачи его, не знаю, или в его гнев, посмотреть туда с любовью. И вы, если сейчас я обращаюсь к женской аудитории, и вы созданы так, миром, что наша способность любить сильнее, чем у мужчин. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.